Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья. Тема расклада такая. Главные события будущего. Какие перемены последуют после сегодняшнего дня? Именно тот день, когда вы нажали посмотреть на это видео. Какие перемены последуют? К чему вас подведут высшие силы? Я для вас разложу карты Ленорман. И вы все увидите сами, потому что здесь крупным планом. Какие перемены последуют. Здесь жемчуг, кстати, настоящий жемчуг, и дерево, для того, чтобы разделить экран на две части. Я буду делать для вас две сферы жизни. Слева будет сфера любовь и отношения, и справа деловая сфера, то есть ваше жизненное предназначение. И сюда все входит. Ваша карьера, заботы каждого дня в бытовом понимании этого слова. То есть деловая жизнь, да, деловая жизнь – это когда мы правильно себя ведем каждый день. Итак, с левой стороны отношения, если для вас это главное. Ну а если отношения и не главное, то отношения с самим собой, правда? Это ведь тоже очень важно. Ну вот. Сигнификатором с левого расклада будете вы, госпожа. И сигнификатором с правого расклада тоже будете вы, госпожа. Поэтому ваша карта будет выкладываться посередине. Но еще есть сигнификатор любви. Да? Сигнификатор любви – это у нас карта сердца. И это будет еще дополнительный сигнификатор слева. Сигнификатор справа будет сигнификатор судьбы, карта книга. Итак, три сигнификатора ищем в начале вас. И мы посмотрим, какими картами вы окружены. Это важно, потому что тогда мы видим, вот мужчина, например, у вас, да, он не сигнификатор, но тем не менее, смотрит он на карту ребенок, у кого-то будет новый мужчина, новые отношения, и скоро карта коса. Мы загадали три сигнификатора. Вначале я делаю сигнификатор женщины, то есть вас. Если вы мужчина, у вас тоже будет сигнификатор женщины, потому что мужчина – это женщина внутри. Не обманывайте себя, мужчины. Вот вы. И что я здесь вижу? У вас за спиной карта крысы. И эта карта говорит, что, наверное, многие из вас недавно пережили, может быть, какое-то огорчение, может быть, кто-то вас обидел, может, не очень благоприятно складывалась жизнь или какие-то обстоятельства. Здесь могут быть какие-то пустые надежды, какие-то потери, может быть, денежные потери, чья-то злость, чье-то раздражение, чья-то досада, ревность, какой-то враг. Это крысы, это то, что было у вас. То есть, то, может быть, какую эмоцию вы сейчас испытываете. Вот такую эмоцию отчаяния, обиды. Но впереди у вас солнце. Значит, у вас на пороге, впереди, там, где солнце, куда вы смотрите, у вас будет счастье, прекрасное здоровье, у вас будут успешные дела, а также солнце часто представляет партнера, который вам по судьбе. То есть все заботы, все огорчения остались позади. Видите, в картах Ленорман главное – это направление. Все заботы, огорчения остались позади, и впереди только радости и успех, все самое-самое лучшее. Итак, вот после чего, после этих огорчений, да, у вас последуют перемены к лучшему. У вас последуют перемены к лучшему. Вот это вам нужно знать прямо сейчас. Мы сделали сигнификацию с вами, а теперь мы смотрим. Сердце и книга. Будет еще сигнификация карт сердце и книга. Сердце вот у нас. Эта карта не нужна нам, поэтому я кладу ее назад. Мне как-то кто-то сказал, почему положили карту назад? Потому что при сигнификации, мои дорогие, я рассматриваю только карту перед сердцем и после. А эта карта просто не нужна была, точно так, как и это у нас остаток. Итак, у нас есть лиса здесь и письмо. Но письмо очень хороший знак, говорит о том, что будет весточка от любимого.
будет примирение или поиск любимого нового увенчается успехом. Лиса в данном случае как поиск. Кто-то хочет с вами встретиться, кто-то хочет помириться, или кто-то хочет с вами договориться или узнать друг друга. В общем, будут какие-то приключения. Лиса – это приключения жизненные, да. Кстати, лиса – это тоже, когда человек уже устраивает свою личную жизнь. И письмо – это скоро, письмо – это тоже, что будет весточка от любимого. Ну вот, хорошо, хорошая диагностика. Теперь мы ищем карту. Ах, посмотрите, карта у меня здесь одна. Ой, простите, пожалуйста, нужно достать. Одна карта у меня спряталась, но мы ее достали. Итак, карта книга – это у нас судьба. С правой стороны расклад на бытовые всякие темы, да? На бытовые темы, на темы карьеры, денег, финансов, покупки, продажи, здоровья, все вот такое. Поэтому карта книга. Так, ищем карту книга с вами. Вот. Нашли. Какая диагностика? Крысы. Смотрите, чтобы не купить что-то лишнее. Часто бывает у нас такая растормозка в магазине, но для этого работает магазин. Там манипуляция идет четкая, там это музыка, там вот это все, да, чтобы вас растормозить, чтобы вы сделали то, что не хотели делать. То есть смотрите, не купите ничего лишнего. Не потратьте лишние деньги. И карта звезды говорит, что судьба будет счастливая у вас. Это точно. Судьба будет у вас, госпожи или господина, того, кто смотрит, счастливая судьба. Я карты забираю, была диагностика. А сейчас мы будем делать расклад на судьбу для вас. Вернее, даже два расклада, я бы сказала, да? Два расклада на судьбу. Что вас ожидает в будущем? Какие у вас будут перемены? Что готовит судьба? Возьмем три основные карты. Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, смотрим. Личная жизнь. Мужчина смотрит на карту рыбы. Ура! Это любовь. Любовные хлопоты, которые увенчаются успехом. Бубновый король – тот, который движет дела. Да? Это денежный человек, это человек ученый, то есть профессионал в своем деле. С ним будет встреча, любовь, от него может прийти подарок, приятное сообщение, от него может прийти какая-то радость. А также он желает быть с вами. Ключевой мужчина в вашей жизни. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Потому что прямо сразу на любовь... Вообще-то карта мужчины в данном случае – это партнер. Да, если вы мужчина, то поверните все наоборот. Здесь будете вы, это ваше партнерство. Итак, смотрит мужчина на карту деньги, на карту любовь, на карту благополучия. Окружен он двумя бубновыми картами. Okay? И мы здесь видим восьмерка бубен. Восьмерка бубен – это разговоры с вами о бумажных делах. То есть мужчина, партнер, хочет какие-то бумажные дела с вами решить. Может быть, это свидетельство о браке, покупка общей недвижимости, что-то такое очень приятное. Ключевые дела, ключевой человек, ключевой мужчина. Мужчина хочет какие-то ключевые бумаги решить, то есть бумаги нужные. Или это деньги, Да? Восьмерка бубен – это деньги. Он хочет деньги потратить на вас. Ключевые деньги, которые он заработал своим трудом, в поте лица своего, потратить на вас. Ну а вообще в картах Ленорман карта мужчины представлена тузом червовым. Червовый туз – это домашний очаг. Мужчина в доме, в квартире, с которым будет очень хорошо жить. Это очень хороший знак. Что это?
Смотрите, мужчина издалека, какой-то мужчина издалека, да? Новый знакомый издалека. Или мужчина, с которым вы поссорились, десятка пик. И теперь будет примирение. У мужчины были пустые иллюзии, какие-то пустые ожидания. Десятка пик – это иллюзии, пустые надежды, какие-то неприятные неожиданности были у него в жизни. И вы знаете, о каких неожиданностях идет речь. Поэтому общие расклады, они загадками. Кстати, заказаны тоже загадками. Кто мне там пишет, что там обижает меня то или другое не так? Вы знаете, ну заказывайте, есть много людей на YouTube, кто делает заказы, и вы посмотрите, что там тоже будет загадками, тоже нужно будет что-то отсеивать, что-то себе брать. Так что, что вы меня обвиняете, да? Вот крысы, да, об этом как раз, что я только что сказала. Не нужно обвинять никого. Мужчина может обвинять других людей в чем-то. И смотрите, мужчина будет иметь перемены, у него какие-то были потери, может это потери товаров, если он в продажах, что-то не шло, ну сейчас кризис, да, товары плохо продавались, шла плохо торговля, плохо шли дела, и он обижен на судьбу по этому поводу, он хочет стремиться к переменам. Но валет пиковый – это же перемены, хлопоты пустые, так что он может быть хлопочет, но не о том, неправильно. Ему нужно поставить в жизни правильные приоритеты. Очень часто мужчины приоритеты расставить не могут. У них это дело плохо получается. Еще 3 карты на личную жизнь. Это карта судьбы, карта тоже кармы и карта коса. Когда у нас крест и коса вместе, это показывает на предков, да, народ ваш. А также письмо здесь, это говорит о том, что предки теперь проявляются через этого мужчину. Поэтому у него может быть плохой характер, у него может быть сложный характер, он может быть вспыльчивым, он может быть несправедливым по отношению к вам, потому что через него проявляется тяжело его наследственность, очень тяжело проявляется. И поэтому мужчина так себя ведет. Да? Будет ли лучше? Карта письмо говорит, да, лучше будет. Мы посмотрим вывод позже. Вот здесь дополнительная карта. Это. Посмотрим вывод потом, да. А сейчас я посмотрю другие сферы жизни, потом мы сравним, потому что все сферы жизни у каждого человека связаны друг с другом. Итак, здесь судьба, буквально все сферы, но не отношения. В доме какое-то напряжение, гора. И давно уже это напряжение. Якорь вместе с горой – это давно напряжение в доме. Напряжение может касаться из-за того, что разные поколения не понимают друг друга. Напряжение может касаться из-за финансового зажатого такого положения, где приходится на всем экономить. Напряжение может касаться того, что люди просто не понимают друг друга. Каждый, как говорят, перетягивает одеяло на себя и хочет другому доказать, что он прав. Но, в общем, давно в доме какое-то есть напряжение, эмоциональное напряжение. И вы об этом очень волнуетесь, потому что это нехорошо для всех членов семьи, это не прибавляет здоровья. Когда есть напряжение, злость, когда есть конфликт, вот это вот может быть, да, гора – это тяжесть, вот, тяжелая атмосфера в доме. Это не идет на пользу никому. Вы хотели бы сбросить это напряжение в доме. Итак, что же здесь я вижу? Развилка, но это не ваша вина, что такое напряжение. Кто-то, какой-то недоброжелатель посеял вражду между вами. Есть вражда, потому что кому-то это было выгодно. Развилка вместе с Луной говорит о том, что кому-то это было выгодно. Кто-то говорит за вашей спиной, кто-то что-то неприличное говорит за вашей спиной, то есть хочет вам навредить. И даже, может быть, на вашем доме есть магическое воздействие, да? Вот такая вещь. Вот на картах все это показано, правда? Как в реальной жизни, так оно и есть. И много горечи, много огорчений. И эти огорчения изменили ваши отношения друг к другу, они стали более холодными. В семье, в доме или вообще к себе самой. У вас более холодное, такое раздражительное отношение. Вы сами на себя раздражаетесь, но это у некоторых проиграется, не у всех. Дорогие мои, у вас разные моменты расклада будут проигрываться, вам нужно будет все складывать в свою картинку мира, да?
Кто-то вам сделал очень больно по карте развилка и птицы. И именно обидел словами, акцентирует внимание на каких-то недостатках, на каких-то ограничениях и хочет управлять вашим сознанием. Потому что Луна – это сознание человека. Кто-то хочет управлять буквально всеми вашими мыслями, а также управлять вашим сознанием. Кто-то хочет перекрыть вам путь по развилке дурными разговорами о вас за спиной. А также развилка с Луной, кто-то хочет вам внушить что-то и давить на вас. Может быть, даже давить на вас в доме, в вашем собственном доме или квартире, там, где, в принципе, место вашей защиты, вашей крепости, кто-то хочет на вас давить. И вот замешаны какие-то третьи лица. Это у многих проиграется такое. В той или иной степени замешаны третьи лица, которые создали такую неблагоприятную атмосферу. Навешали замки на вашу жизнь, потому что гора и дом – это навешанные замки на вашу жизнь, привязки какие-то. Нервы одни, и в доме неприятная обстановка, что вам тяжело работать, тяжело прийти в себя, тяжело собраться с силами. Что эти карты скажут? Ну вот смотрите, это же очень хорошие карты. И на мой вопрос, что же будет дальше с этой всей обстановкой, которую карты так четко и правдиво описали. И я вижу, что на все эти замки найдется ключ, потому что букет лилии и дерева говорит о вашем здоровье. О вашем физическом здоровье, о вашем эмоциональном, моральном здоровье. Говорит о том, что вы будете счастливы, о том, что вы очень сильный иммунитет имеете, что вы увидите перспективы на нормализацию обстановки в доме, что вы получите ключевые факты. Дерево – это факты. И вообще все растения – это факты, потому что когда мы смотрим на природу, мы приходим к четкому пониманию здесь и сейчас. Природа не может нас обмануть. Вот дождик идет, а мы думаем, солнышко, нет, это здесь и сейчас. И когда меня спрашивают, а как же здесь и сейчас, больше обращайте внимание на природу. Природа нас отрезвляет, да? Вводит нас в здесь и сейчас, планомерно это делает, природа исцеляет. Все, что было скрыто от вас, по вине других людей, теперь откроется. И пиковый король – это тот, который вас защитит, это благодетель, который вас защитит. Это может быть новый знакомый, может казенный человек, но придет какая-то польза от пикового короля. И у него к вам очень сильное чувство, очень сильное чувство. Кто-то вмешивался в ваши отношения, может быть, соперница, развилка и гора, может быть, недобропорядочный человек. Но этот человек получает здесь обратку по той причине, что вот такие три карты, они всю масть перекрывают, да? Всю негативную масть вот эти карты перекрывают. Да, вам пришлось пострадать, но теперь победа за вами. И теперь любые сложности в личной жизни, или в работе, или в здоровье, любые сложности вы прошли с достоинством. Лилия, это вы прошли это все с достоинством. И вышли вы победителем. И пусть ваше сердце было разбито в прошлом. Дерево и лилии, букет говорят о том, что сердце исцеляется именно в процессе этого расклада. Да, был неравный бой, потому что противник у вас был очень сильный, и он был к вам близок. Это может быть домашний человек, родственник, ваш или вашего мужчины. Поэтому было неравное сражение, да? Потому что противник вас обвинял в том, чего вы не делали. Но сейчас вы победили, вы восстановили свои силы, вы восстановили свой иммунитет. Здесь семерка червовая очень хорошая карта. Она говорит, что с мужчиной будет свидание с пиковым королем. С ним будет свидание, с ним будет близость, с ним будет взаимодействие, с ним будут родственные связи. И решение будет за ними, за вами. Решение счастливое, потому что букет – это карта счастья, благополучия. Да, победа досталась дорогой ценой, вы многое с ним прошли. Вы многое прошли в профессии, вы противостояли каким-то негативным людям на работе, сумасбродному начальнику, вы противостояли. Поэтому сейчас вы высокий профессионал. У вас раньше были завязаны руки.
здесь гора и дом. Может быть, вы не могли работать из дома по причине того, что в доме была очень негативная обстановка. Но сейчас вот легче станет. Потому что когда выходят цветы, букет, лилии, это высокая энергетика легкости, высокая энергетика счастья. И теперь все станет на свои места. Это просто видно в раскладе, да? Итак, что я здесь вижу? Восстановление здоровья, крепкое здоровье, великолепный иммунитет, лучшая обстановка в доме. Многие из вас будут работать частично из дома. И потому что вы будете работать из дома, в доме будет уже лучшая обстановка. Все будет более-менее регулярно, то есть каждый человек знает, что он делает, где его место, а где нет. Где его место, можно что-то сказать, а где лучше и промолчать. Когда человек не сдержан эмоционально, это не очень здоровая ментальность, да? Такое недержание эмоционального нажима. Если человек не сдержан эмоционально, это вот то же самое, что, например, мужчина, который видит любую женщину и хочет с ней близости, да? У мужчин это натурально, нет вот этого недержания. И есть такое понятие в психологии – недержание эмоционального нажима, напора. Когда человек эмоционально не сдержан, он просто устал, его мозг устал. Может быть, ваши родственники или мужчина был уставший, поэтому он не держал своих эмоций, да? Но вот теперь все это, что было плохо, оно уходит навсегда и будет как какой-то сдерживающий фактор. То есть не будет больше вспышек таких, да, взрывоопасных разговоров, не будет больше нажима с его стороны. И вся информация, которую вы будете владеть, она будет вам на пользу. Этот расклад вам позволяет владеть информацией. Вот эти две карты совета на все сферы жизни с этой стороны. И здесь с другой стороны мы видим, вот с этой, это, конечно, совет на любовь и отношения для вас, для той госпожи, которая сейчас смотрит расклад. Ну что ж, на любовь и отношения совет. Вот смотрите, эта карта действительно говорит, что вы сейчас одиноки в отношениях. Она продолжает говорить на ту же тему. То есть многие, конечно, не слушают карты, не понимают, что нужно в будущем видеть только возможности и стремиться к ним что-то делать. Многие из вас страдают. Страдают по привычке. Вот эта карта башни как раз об этом. Шестерка пик. Это карта перемен, в принципе, да, поздняя дальняя дорога. Но я хочу сказать, что шестерка пик иногда с картой крест и коса говорит о том, что на вас было какое-то давнишнее негативное влияние. И это давнишнее негативное влияние очень сильно отразилось на вашем характере. То есть вы стали грустить очень часто, не верить в свое будущее, да? Вам сделал кто-то больно. И у вас такое чувство, что вся Вселенная неправильно составлена, что вот отовсюду идет эта боль. Поэтому эта карта башни говорит, что вернитесь сама к себе. И когда мы даже в самых романтических, в самых сказочных отношениях, с кем бы там ни было, да, как в сказке, вот как у королевской семьи, там все равно будут подводные воды, течения, и ничего не бывает на 100% прекрасно, когда речь идет о вас и о другом человеке. Потому что другие люди — это всегда препятствия, другие люди — это всегда другой мир, другой космос, с другим пониманием жизни. И невозможно человека заставить поменять космос. Тогда он его не будет. Если человек поменяет себя, как многие говорят, поменяй себя, а я вот только правду говорю. Ага, как раз неправду говорите, потому что тот человек, который меняет себя, он меняет свой космос, и он уже не живой. Это колдовство очень вредоносное. Человек не может понять себя, он может новые дорожки развивать в своем мире, а новые дорожки приведут к счастью. Вам нужно заняться своим миром по карте башни, своей персоной, да? Полюбить себя, полюбить свою красоту внешнюю, внутреннюю, жить с уютом, жить уютно. Да? И тогда вам будет хорошо в отношениях, потому что я здесь вижу, мужчина вас любит, он готов и обустроить вашу жизнь, бубновая масть, и все хорошо для вас сделать, но у него может быть тяжелый характер, у кого он легкий. Да? Человек, который слишком легкий характер умеет, он просто имеет, нам так кажется, он скрывает что-то, потому что все люди замешаны на вот этих родовых всяких сложностях, поскольку у каждого человека в роду есть какие-то
сложности большие. 1000 людей в роду есть, и темные века никто не отменял. Мы идем все к лучшей жизни, нужно это знать и верить. Вот это пространство об этом. Кстати, вот это пространство ваше, да, space. Space, это очень актуально сейчас. Мы теперь вообще выходим в космос и видим пространство шире. Это ваше пространство, где вы можете поразмышлять на ваши темы, увидеть свое будущее. Так вот, ваше пространство счастливое в отношениях. Если вы будете эту дистанцию немножко иметь между друг другом и немножко заниматься больше собой, потому что вы себя полностью посвятили другому человеку, окунулись в него. Так делать нельзя, потому что даже если человек просто божественно прекрасен и очень хороший, в любом случае могут последовать разочарования, потому что это не ваш космос, а космос другого человека. Мы в него входим, в этот космос, там для близости, для взаимодействия с теми, кого любим. Но а потом мы должны вернуться в свой мир, свой космос. Об этом говорит расклад. Если я просуммирую в 2 словах, факт остается фактом. Мужчина вас любит и готовит для вас сюрпризы, подарки и удовольствия. Только тогда, когда человек любит, он готовит для вас что-то хорошее. И это вам нужно знать наверняка. Если был и какой-то негатив, я его вот этой моей метлой очищаю. Очищаю. С вас негатив снимаю. Но сейчас переходим на расклад на судьбу, и мы смотрим, какая карта вам совет. Карта гроб. Это поберегите свои денежки, да. Может быть, кто-то будет бояться этой карты. Может быть, кто-то скажет, о чем это? О страхах. О ваших страхах касательно финансов. Бубен, финансы. 9 бубен. Она говорит, что ваши интересы, ваши надежды, ваши чаяния и ваши планы сейчас в том, чтобы лучше заработать. Вы заработали, и ваш король червовый заработал побольше. Но денежки не нужно все тратить на модные вещички, да? Потому что на модные мы тратим просто на бренды. Это выброс денег. Или на то, что вам предлагают другие, якобы по хорошей цене. Вы должны точно знать, чего вы хотите. И на это никаких денег не жалко, потому что вы делаете правильно. Но если вы тратите потому, что другому нужно продать или хорошая цена, но вам это не особенно нужно, вы всегда свои деньги выбрасываете. Итак, когда мы говорим о 9 бубен и о карте гроб, здесь идет речь о том, что поберегите свои финансы, они заработанные тяжелым трудом. И вложите надежды в то, что когда вы будете деньги откладывать или же вкладывать их разумно, то у вас будет благополучия больше, у вас больше будет денег, у вас больше будет всего того, что для вашей пары хорошо, да? Поберегите деньги, не тратьте их на всякую мишуру ненужную, на какие-то иллюзии, пустые хлопоты. Потому что гроб тоже говорит о страхах, да? Ничего не бойтесь, живите, ведь страшнее страха ничего нет. И многие из нас не живут, а просто существуют, потому что мы боимся, как бы чего не вышло, да? Не делайте так. Реализуйте себя полностью и ничего не бойтесь. Как можно чего-то бояться, если есть ангелы, есть высшие силы, есть люди, которые вас любят? У вас столько есть хорошего, даже если это один человек, который вас любит. Или ваше домашнее животное, котик. Это уже плюс. То есть мы смотрим, идем от своего плюса и получаем больше плюсов. Да? То есть вам предстоит дальняя интересная дорога в жизни. Это дорога на долгие годы счастья. Единственное, нужно преодолеть страх жить. Вот этот страх нужно преодолеть. Это пустой, не нужно никому страх, навязанный вам другими людьми, которые хотят вас запугать. Ну вот так в 2 словах, вот так очень конструктивно и по делу. Очищаю весь негатив, снимаю. Пусть у вас будет счастье, благополучие, финансы, радость и все самое-самое лучшее. Все, что плохое, пусть уходит и никогда не возвращается, а все, что хорошее, пусть остается и приумножается. Все, что плохое, пусть уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. Я знаю точно, что вы будете счастливы. Я сейчас сделаю для вас оберег на счастье, на любовь, на все самое-самое лучшее. Мы делаем оберег для вас, для госпожи. Оберег для госпожи. Оберег – это мой метод. Я занимаюсь этим методом уже очень давно.
И этот метод приводит человека к счастью. Обязательно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Мне все интересно прочитывать, все, что вы пишете. Пишите, пожалуйста, ваши ощущения от расклада. Рассказывайте свои истории. Я все читаю и отвечаю обычно на следующем видео. Ну вот так здесь для вас, мои уважаемые дорогие друзья. Подписывайтесь, здесь все для вас. Подписка ничего не стоит. Материально. Меня можно поддержать, кстати, как материально, так и нематериально. Материально можно поддержать меня на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. И о канале моего каждого YouTube канала. А также нематериально можно поддержать. Это лайк. Это очень приятно. То есть сказать «молодец». Ты мне помогаешь, или дизлайк, не молодец, не помогаешь. То есть выразите свою эмоцию. Эмоции всегда полезно выражать. Я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки из Медвежьей сибирской страны, откуда я для вас работаю. Кто не знает, я живу в сибирской Канаде и на берегу Атлантического океана в городе Ванкувер. Жду вас на следующих видео и на предыдущих. Потому что мои предыдущие видео, как самое крепкое, самое выдержанное, самое сладкое вино, многим помогло и вам поможет. До новых встреч, мои дорогие друзья!